Друзья, приветствую всех! Сейчас я еду снимать очередной, не знаю уже какой по счету, лиф, который пришел в наш город. Сегодня не получится так его снять, как я обычно делаю, то есть снимаю с автовоза и потом мою и вам показываю, да, снимаю, потому что лиф пришел под клиента, под заказ, и клиент сейчас сразу же тоже приедет к автовозу и его заберет. Поэтому сегодня я вам покажу лиф в таком состоянии, в каком они приходят в регион на автовозе. Некоторые думают, что они там все в идеальной чистоте приходят. Нет. Конечно же, они приходят грязные, потому что, лиф идет через полстраны, где тем более у нас разные климатические условия, а сейчас уже в некоторых регионах снегопад идет, поэтому они, конечно же, все грязные приходят, но в этом ничего нет страшного. Более того, даже приходят и грязные иногда по салону, потому что бывают, там некоторые компании перегружают, перегоняют лифы, и водители бывают в грязной одежде садятся, какие-то затертости иногда бывают. Но я говорю еще раз, ничего страшного в этом нет. Получили, отогнали на мойку, если нужно, на химчистку, и он у вас снова свежий, как новый. Сейчас, в общем, покажу. Сейчас у нас на улице уже темно, потому что автовоз пришел уже поздно вечером. Прям внешность особо не получится показать, но там, в принципе, нечего смотреть, потому что все уже знают, как Nissan Leaf AZE0 выглядит. Никакую Америку я вам не открою. Просто покажу вам некоторые нюансы, так скажем, некоторые там потертости, которые есть на этом автомобиле. И обозначу цену, за которую он вышел. Вот и все. В общем, сейчас я уже подъезжаю, снимаем и буду показывать. Все, сняли с автовоза. Nissan Leaf AZE0 2015 года, белого цвета. Комплектация X. LED фары, понятное дело, да. Хотя не у всех они есть. Литые диски. В принципе, как я сказал, здесь по внешности ничего нового вы не увидите. Что хочу сказать по кузову. У нас здесь есть в одном месте небольшой нюанс. Это вот такая вот вмятина и вот такой зазор. То есть где-то прижали бампер. Нужно будет его на место поставить. И вмятину, я думаю, получится выпрямить без покраски. Все, в остальном машина в отличном состоянии. Больше никаких повреждений здесь нет. Это единственный нюанс, про который я хотел сказать и показать вам. Литье. Все как положено. 15 год. Салон у нас здесь черный. Не очень хорошо, может быть, будет видно, потому что, как я уже сказал, что темно на улице. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас здесь по пробегу. Пробег у нас 107 538. Здесь 11 делений батареи. Сох попозже я сниму. Несмотря на пробег, батарея очень хорошо сохранилась. Смотрите, от японца остался антирадар вот такой вот. Кабель зарядный уже переделал на нашу вилку. Дальше смотрим. Багажник открываем. Здесь у нас в багажнике все чистенько, аккуратненько. Здесь у нас, как всегда, имеется домкрат с насосом. Все на месте, никто ничего не украл. Все лежит. Салон вообще чистенький. Потолок у нас белый, сиденье черное. Крышка здесь тоже светлая у нас. Никаких ни царапин нет, ничего. То есть машина вот в таком вот состоянии. Вот смотрите, вот как я и говорил, с автовоза они приходят вот в таком состоянии. Они грязные, потому что климатические условия, как я уже говорил, разные. Где-то снег уже идет, где-то дождь. Машины идут в открытом доступе, так скажем, на прицепе, да, на автовозе. То есть не в контейнерах они доставляются. Поэтому, понятное дело, все с дороги на них летит. Вот такая вот машина пришла к нам в Воронеж. По цене эта машина в Владивостоке вышла 700 тысяч рублей. Доставку до своего региона считайте каждый сам, потому что регионов у нас в стране много и цены, соответственно, отличаются. Прекрасный автомобиль. Самое главное, то, что здесь вмятина, это все мелочи. Самое главное в электромобиле, как вы знаете, ценится батарея. А здесь 11 делений батареи. Сок я попозже сниму. Посмотрим, насколько там полный 11 делений. Либо одно деление уже скоро отвалится. Дай бог, чтобы там полное было. Я уже во Владивостоке сох снимали, я сейчас просто уже не помню сколько. Но, по-моему, там в районе 83 сох. Надо будет еще раз снять, я уже подзабыл, если честно. Поэтому вот так вот
Кому нужно, заказывайте автомобили и наслаждайтесь японским комфортом и качеством. Сейчас отдаю клиенту, помогу перегнать ее, и человек будет наслаждаться лифом. Плюс еще один лиф в нашем городе, уже их очень много у нас. Все, друзья, едем. Везу машину, помогаю перегнать. Просто прекрасно. Включил печечку, включил подогрев руля, еду и просто наслаждаюсь ездой. Блин, насколько же, вот я с каждым разом удивляюсь, насколько же лиф классная машина. Экономная, комфортная. Вот, к примеру, я сейчас приехал сюда вот получать лиф на Nissan Note. Блин, ну вот просто небо и земля машины. Вроде бы Nissan, там платформы похожие, да, у них. Но по комфортности лиф намного лучше, чем Nissan Note. Я сейчас не про e-Power говорю, а про Nissan Note, который там идет с 12, 13, 14 да, годов. Обычный, с обычным двигателем. Но подвеска на лифе намного комфортнее, намного мягче. Посадка удобнее. Вот на ноуте, я не знаю, едешь как на табуретке, честно говорю. Несмотря на то, что вот я сейчас сам на нем езжу какое-то время, ну, блин, мне не очень нравится, честно скажу. Я вот поездил по городу на ней. Лифт намного комфортнее для города. И если вот так выбирать между лифом и ноутом, хотя тут, может быть, кто-то скажет, что это несоизмеримые сравнения, потому что ноут это бензиновый автомобиль, а лиф электроавтомобиль, на нем на дальние расстояния не поедешь. Но вот если касаться города, городской езды, то здесь намного комфортнее. Господа гаишники, он как раз. А мы без номеров едем на грязном автомобиле. Но ничего страшного. Документы все имеются, поэтому никаких нарушений у нас нет. Заехали по пути на автомойку, помыли, машина засияла совсем другими красками. Белый цвет все-таки красит лиф, как ни крути. Друзья, что интересно, вот я сейчас еду на лифе с пробегом 107 тысяч километров, на моем лифе 70 тысяч километров пробег. И мне кажется, этот лиф едет даже еще мягче. И подвеска просто идеально работает, нигде ничего не гремит, не стучит. Едешь, наслаждаешься ездой. Поэтому, кто рассматривает, допустим, лиф к покупке и говорит, что ой, да там пробег 100 тысяч километров уже, это слишком большой пробег, не буду такой брать, не говорите ерунду, даже и не думайте об этом. Все здесь хорошо, все идеально при таком пробеге. Подвеска работает очень хорошо и сделана очень качественно. Проблем никаких не будет на таком пробеге. Ну все, друзья, отогнали машинку, сейчас я уже пересел в свою. Все хорошо прошло, заехали на автомойку по пути, помыли машину, сами все видели. В общем, основной посыл видео какой, что не нужно бояться покупать автомобили с пробегом 100-110 тысяч километров, потому что для японского автомобиля это вообще не пробег. Тут вот, что касается электромобиля, здесь нужно в первую очередь обращать внимание на батарею, потому что есть машины с пробегом 60 тысяч километров, а батарея уже убита, такие я встречал. Есть автомобили с пробегом 100-110 тысяч километров, а батарея, вот в данном случае, в отличном состоянии, то есть один из делений, сок более 80%. В лифе нужно уже в первую очередь обращать внимание на батарею, а уже потом смотреть кузов и все остальное. Понятное дело, что если кузов весь битый, там перебитый, перекрашенный, то такой автомобиль не стоит приобретать. Ну а если, как в данном случае, какая-то небольшая вмятинка, либо потертость, либо даже перекрас, то на такой автомобиль стоит обратить, конечно же, внимание, если батарея в хорошем состоянии. Поэтому смотрите внимательно, выбирайте. Кому нужны автомобили с Японии, с Кореи, обращайтесь. Всегда под каждым видео есть номер телефона. Обращайтесь в WhatsApp, пишите. Буду рад вам помочь. Ну, на этом все. Будем закругляться. До скорых встреч.